Здравствуйте, меня зовут Сухова Дарья, и мы продолжаем рассказывать, как работать с дислексией. Ролик про то, как работать с алфавитом, вы можете посмотреть на нашем канале. Прежде чем записывать этот ролик, я посмотрела несколько роликов коллег, которые работают с дислексией. Это были логопеды, учителя, и психологи, и дефектологи. Все они в один голос предлагают взять и переделать мышление ребенка, переделать человека, которому есть проблемы с дислексией, переделать его и сделать из него вдруг человека, у которых этих проблем нет. Они считают, что дислексия – это некий дефект, который не позволяет ребенку читать по общепринятым правилам. И чтобы исправить этот дефект, надо научить его делать так, как делают другие дети, так, как делают дети, у которых нет дислексии. Вместо того, чтобы научить его пользоваться своими преимуществами, которые дала ему природа, научить его пользоваться своим мышлением на 100%, мы пытаемся переделать его мышление, научить его делать так, как ему не свойственно, как ему тяжело. То есть использовать не те возможности, которые заложила в этом ребенке природа, а переделать заново, сделать так, как ему не свойственно. Научить его делать такие вещи, которые для него трудные, непонятные и вообще на самом деле ненужные. Вместо того, чтобы научиться учить таких детей так, как им удобно, чтобы они развили свои природные способности и природные возможности. Когда мы обучаем дислектика по слоговому чтению и обучаем его именно тем нормативам, которые свойственны другим детям, мы убиваем его талант в нем, потому что его возможность воспринимать от общего к частному, возможность мыслить нестандартно, возможность делать множество различных вещей, которые недоступны другим детям, в силу того, что у них нет дислексии. Гораздо проще научить дислексика читать, как ему удобно, приспособить методики обучения чтению и методики грамотности, и методики письма под него самого. Это я говорю не понаслышке, я сама дислектик, и сама в детстве очень сложно училась читать. Очень сложно мне было учиться по многим предметам в школе. И я смогла преодолеть все эти вещи благодаря нескольким компонентам. Во-первых, если вы видите, что ваш ребенок дислектик, то есть у него проявились трудности в обучении чтению, и трудности продолжаются еще и во втором, и в третьем классе. Первое, что нужно сделать, это надо заняться музыкой. Музыка настолько развивает мозг ребенка, что помогает преодолеть любые трудности в обучении, потому что мозг работает весь и развивается человек гораздо успешнее при занятиях музыкой. Во-вторых, детей с проблемой дислексии ни в коем случае не нужно учить по программам, которые предлагает логопед, то есть учить их слогами. В чем трудность у дислектика? Прежде всего трудность в запоминании самой буквы, потому что буквы все состоят из одних и тех же элементов. И чтобы нам запомнить букву, нужно запомнить ее пространственное положение и последовательность соединения элементов. Вот с этим труднее всего. Потом нужно не только запомнить саму букву, нужно еще дальше ее соединять с другой буквой. Да? Эту букву непонятно как запомнить, эту непонятно как запомнить, еще непонятно так запоминать или вот так запоминать. Да? И на каждом этапе у ребенка с дислексией возникают вот эти самые трудности, потому что тяжело вообще все это организовать. Ему подойдет обучение чтению не с помощью левого полушария, а с помощью правого полушария. То есть такие дети на самом деле достаточно легко запоминают слова целиком. Какая бы ни была трудность с чтением, целиком слова дети фотографируют быстро и легко. Поэтому предлагаю такой метод работы с дислексией. Первое. Мы с детьми лепим алфавит. Это обязательно. И лепим алфавит до тех пор, пока ребенок не научается распознавать букву, написанную у него на ладони. То есть вы на самом деле легко можете определить, есть ли у ребенка дислексия или нет, таким способом. Вы пишете буквы на ладони ребенка. Если ребенок с закрытыми глазами может определить, какая буква у него написана, значит, у него нет дислексии. Если ребенок не может определить, то это точно дислексия.
Вот. И лепить слова и буквы мы будем до тех пор, пока ребенок не научится распознавать, что написано, какую букву вы пишете у него на ладони. Об этом вы можете посмотреть в предыдущих роликах. Одновременно с этим мы учим детей фотографировать слова. У нас тоже есть ролик по тому, как работать с карточками, как фотографировать слова и какие игры можно делать с карточками. Я адресую вас к этим роликам, обязательно посмотрите и поймете, как это делать. На самом деле дети, которые, значит, не очень хорошо читают и вот вроде уже умеют, но читают еще очень плохо. Когда им показываешь карточки и просишь сфотографировать и назвать по буквам, они в большинстве своем делают это очень хорошо. И чем больше вы тренируетесь, показывая карточку и называя слово по буквам, тем быстрее ребенок осваивает чтение. Здесь очень важно, что чтение осваивается не послоговое, а побуквенное. На самом деле очень у многих народов мира принято побуквенное чтение. В Англии, например, вообще слова по слогам трудно разделить. Они читают по буквам и называют их по буквам, когда читают. Поэтому для мозга человека нет ничего сложного синтезировать слово не из слогов, а сразу из букв. Что для дислектика гораздо проще. Вторая вещь, что мы делаем с ним, какие мы еще делаем с ним упражнения. Вот я вам очень рекомендую мой букварь. Он специально составлен именно на детях, у которых были проблемы с дислексией, опробирован он на детях, у которых есть дислексия, у которых нет, и все дети очень хорошо и быстро научались читать. Здесь, значит, очень много, есть такой способ обучения чтению, как пирамидки. Вы можете как пользоваться пирамидками, как из этой книжки, так и сами составлять пирамидки. Дети с дислексией очень быстро научаются читать вот. Но только, еще раз говорю, только тогда, когда они усвоили буквы. Сначала надо запомнить буквы, потому что если ребенок каждый раз при чтении пирамидки будет вспоминать, что же это у него за буква, понятно, никакого чтения быстрого и качественного не получится. Значит, что еще можно сделать, чтобы запоминать буквы? Вот у меня здесь есть представлены вот такие вот буквы. Какие упражнения я еще делаю с детьми? Я даю детям, для начала, на подготовительном этапе, прежде чем давать буквы, я даю им разные фигурки. Фигурки можно как вначале дать детям посмотреть, но когда их много разных. Можно, если ребенок постарше, не давать посмотреть. Значит, дальше ребенок не видит, какую фигурку мы вкладываем ему в руку. Мы берем цилиндр и вкладываем ему в руку. И просим его на бумаге нарисовать, что он чувствует у себя в руке. Изобразить это на листе бумаги. Если ребенку трудно объемные фигуры, вы можете вначале пробовать какие-то более плоские фигуры. Например, там это могут быть фигурки. Можно взять пластиковые фигурки из счетных наборов. Можно просто брать какие-то крышечки, любые предметы, которые есть дома, и давать ребенку в одну руку щупать, другую он рисует. Дети очень любят эти упражнения, им очень нравится это занятие, и они с удовольствием их делают. Когда ребенок привыкнет это делать, дальше мы даем ему также буквы. Мы даем буквы на ощупь и просим, какая буква у него в руке, то и написать. Дети очень быстро начинают распознавать таким образом буквы. Когда у него легко получается распознавать буквы, мы можем давать ему целые слова. То есть мы даем по очереди, набираем, например, слово, ну вот лор, я взяла слово лор. Или давайте какое-нибудь попроще слово. Так, набираем, например, слово лом. Даем, ребенок его не видит, мы ему внизу под столом даем букву Л, потом О, потом М, а потом спрашиваем его, какое слово он сейчас в руке прочувствовал. Значит, можно попросить его это слово записать. На самом деле, таким способом можно проходить кучу словарных слов. То есть давать им тоже на ощупь щупать под столом буковки, а потом записывать и смотреть, как пишется словарное слово. То есть дети их очень хорошо запоминают благодаря вот такой методике. Итак, это одно из упражнений. То есть одно из упражнений, когда мы берем буквы или предметы, даем их на ощупь щупать, и чтобы ребенок их изображал.
Упражнение очень эффективное, и ребенок быстро научается запоминать геометрию буквы, ее пространственное положение и ее написание. Что еще можно давать в этом же упражнении? Можно давать разные предметы разного размера под столом, что тоже дети очень любят. И просить нарисовать не сам предмет, а размер предмета на бумаге. То есть он в одной руке держит предмет, а другой приблизительно очерчивает. Вот, например, мне кажется, что предмет вот такого размера. Я его очертила. И теперь сравниваю, угадала я, не угадала. Видите, вот я угадала размер предмета. Потом я даю ребенку другой предмет. Например, вот такой сложный у меня предмет – это собака. Вот он не видит его тоже и приблизительно рисует, как ему кажется, какого размера собака. И потом складывает, ага, совпало, не совпало. Это упражнение, чтобы узнать, что у тебя за предмет в руке и оценить его размер, да, нужно это себе представить. Вот именно это мы тренируем. Мы тренируем, что ребенок учится представлять то, что у него в руках, учится визуализировать и учится запоминать соединение элементов. На этом я хочу сегодня закончить. В следующем ролике я расскажу другие упражнения, как еще можно работать с детьми с дислексией. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!